Какая ты красивая сегодня, такая летняя. Прям Спасибо. супер. А ты теплая такая. Спасибо большое. Слушай, сразу к делу. А, Потому что очень важно сегодня закончить, ну, не позже, чем без 15:10. А, Опять не могу четко сформулировать запрос, но сейчас буду его проговаривать и, надеюсь, что что-то родится. У меня новый этап жизни. А, и, несмотря на то, что я с любимыми коровами, люди тоже есть. И мне очень важно выстроить коммуникацию так, чтобы мне было комфортно. Сложность заключается в том, что, ну, в общем, как бы, вот как в дизайне человека говорится, что все мои эмоции в бессознательном. То есть для меня это высшая математика, я не знаю, квантовая физика, японские иероглифы. Я на самом деле не знаю, не я 1 секунда. Доброе. Ой, конечно, простите ради бога. А тарелку-то, тарелку. Блин, больше не приносите. Пожалуйста, потому что для меня это наркотик просто. Конечно, конечно, согласна, конечно. Спасибо. Прошу прощения, Ян. Вот. И я не знаю, как принято, общаться у людей. Я не знаю, как даже вот здесь не столько про людей, сколько про то, что я не знаю, как я должна реагировать. Объективно для меня это, ну вообще непонятно. И в 99 случаях из 100 я звоню детям, описываю им ситуацию и спрашиваю, как у людей принято вести себя в таких ситуациях. Что я должна чувствовать, что я должна сказать, потому что я сама, я не понимаю. И меня это очень беспокоит, потому что я трачу на это очень много внутренней энергии. Когда я не знаю, что мне нужно сейчас, э, чувствовать, что мне сейчас нужно сделать, что это такое, и я не знаю, и учитывая, что всё-таки это коллектив и какая-то коммуникация, я не знаю, как будет правильно и для дела, и для меня, и для людей. То есть это вообще очень сложно. И я вот, в контексте нашей сессии я даже не знаю, э, что я могла бы с этим сделать. А, Ты понимаешь, если они у меня вот в этом бессознательном, то глобально я с ними сделать ничего не могу. Но как-то примирить их, с жизнью, чтобы мне было максимально спокойно. Дебильный пример расскажу, но он будет прямо вот очень показательный. То есть это не про то, что про какие-то серьезные ситуации, масштабные ситуации, абсолютно про обычные. А, Дверь в коровник должна быть открыта. Ее не надо закрывать. Там становится хамам, там становится очень жарко. Я 1 раз сказала, ее закрывают.
Я второй раз сказала, ее опять закрывают. Я третий раз сказала, ее опять закрывают. И тогда у меня начинает взрываться мозг, потому что я, ну, на другом языке я сказать не могу. А, Меня не слышат, не понимают, результата ноль. От этого страдают коровы. Ну, и тогда я начинаю думать, там что мне делать? Мне надо писать донос вышестоящему руководству о том, что я отказываюсь работать в таких условиях, или о том, что я снимаю себе ответственность, за здоровье животных. Или что мне нужно делать в такой ситуации? И, в общем, я целый день из-за этого напрягалась, искала хорошие варианты для себя. Ну и потом, когда я вечером уже шла на дойку, я увидела, что все, дверь открыта, они ее перестали трогать. Но я же целый день из-за этого переживала и думала, что мне делать. Ну и это достаточно часто бывает. Вот. Ань, поделюсь, что услышала. Услышала, что сейчас у тебя новый период в жизни, и новый коллектив, новые люди, и возникают какие-то определенные ситуации, в которых ты не уверена, вот как себя вести. Еще, была фраза типа, чтобы всем было хорошо, чтобы им было хорошо, чтобы мне было хорошо, чтобы коровам было хорошо, вот, да, чтобы всем было хорошо. Тогда вот за сколько там у нас осталось, там полчаса, за это время чего бы ты хотела получить от нашей сессии? Ты знаешь, я хочу придумать, что мне делать в таких ситуациях, чтобы не переживать условно целый день из-за косого взгляда, я не знаю, из-за какой-то фразы, которую человек там, например, просто сказал, ничего не имея в виду, а я уже могу себе, могу и не придумать, а могу очень много всего напридумывать. И мне от этого тяжело, самой тяжело. Э, Потому что обычно я звоню дочери, рассказываю ей, она говорит: "Значит, сделай то-то и то-то", или "Это фигня, это тебя вообще не касается, даже в голову это не бери". В общем, она мне скажет, что нужно делать, что нужно чувствовать. Все, я иду, делаю, как она сказала, мне хорошо. Вот, но для самой себя просто тоже понять, вот знаешь, это даже может быть не то, что где мое или где не мое, и может быть не про то, чтобы вот прям всем было хорошо. Потому что здесь как бы очень хороший коллектив. И объективно, как я вижу, всем хорошо. Но я-то знаю, как я могу это все испортить. Я не хочу этого портить, я хочу стать частью этой системы. И для того, чтобы мне полноценно стать частью этой системы, у меня не должно быть вот этих моих галлюцинаций, с которыми я не знаю, что делать. Вообще не понимаю и даже не знаю, в какую сторону смотреть. Слушай, а вот ты сейчас описала ситуацию, а в чем здесь вот главная проблема? Главная проблема, во-первых, что меня не слышат, это раз. 2, в конце концов, насрать. Вот если бы это просто было про меня, не слышат, и давай дальше следующий, другой услышит. Но это касается коров, это свято, и поскольку я за них отвечаю, я решаю, должна быть дверь открыта или дверь должна быть закрыта. То есть, ну, вот здесь прям целый комплекс всего. Что это мое не надо трогать. Если я не прошу. Если прошу, пожалуйста. Если я не прошу, не надо делать по-другому. Я так и не услышала, в чем проблема. Может, Ну, наверно, в том, что не слышат.
Ну, тогда получается, я что, как-то не так говорю, на каком-то другом языке? Ну, вроде нет, я говорю на правильном языке. Э, знаешь, что проблема тогда не в этом, не в том, что не слышат, потому что здесь мы с этим ничего сделать не можем, это касается других людей. Проблема в том, что я так реагирую. Окей, и? Тогда здесь какая-то может быть история про работу с эмоциями прямо сразу, тотально, в моменте. Но, наверно, тоже здесь я не знаю как, потому что я же один раз сказала. А расскажи, как ты реагируешь? Вот как ты говоришь, проблема в том, как я реагирую. А как ты реагируешь? Поделись. Ты знаешь, я начинаю искать возможности, а, применения ядерного оружия. И в данном случае там обратиться к более высокому начальнику. Я понимаю, что если я так сделаю, то, ну, кому-то будет не очень хорошо. Это отрицательно отразится вообще на всем коллективе. Я стану стукачом и нехорошим человеком, редиской, потому что пошла в обход всех и не смогла договориться на месте тогда, получается. И вот все эти мысли, они крутятся, 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 и я трачу на это энергию. У меня ее не так много, я не хочу ее на это тратить. И знаешь, вот сейчас вот проговариваю, я прям чувствую, как мне становится шире, мне становится свободнее, спокойнее, расслабление. Знаешь, хотела сказать, но при этом мне непонятно все равно, что делать, на уровне действий, но, может быть, вот если сейчас на этот запрос приходит это состояние. А что повлияло на это состояние? Что привело к этому состоянию? Ты знаешь, наверно, вот когда словами, через рот, ментальной каше придаешь какую-то форму, наверно, каша как-то группируется в комок и освобождает пространство. Хорошо, если зайти с простого человеческого уровня действий.
Ну, тогда моя версия, что тогда опять мы упираемся в то самое нахождение в моменте, в состоянии, медитации, в расслаблении. И знаешь, прям хочется сказать: "А чё, попроще нет вариантов никаких?" Слушай, я прям чё-то залипла. Это я так, знаешь, вот понимаю, что сейчас сижу и какое-то такое, знаешь, очень интересное состояние, такое максимально расслабилась, такая как будто плыву куда-то. Как у тебя оно щас? Ты знаешь, да, но просто корова — это же очень важно. И хорошо, если, предположим, окей, с коровами сейчас разобрались. Нет, подожди, давай все таки дойдем до конца. Окей, если бы они так и продолжали закрывать дверь, мне что надо было тогда сделать? Как мне понять тогда, вот на этой ситуации, как мне тогда понять, что мне надо делать? Мануал какой-то есть к коммуникации или вот, ну что мне надо делать? Другой версии, кроме как стучать, у меня нет. И тогда получается, что, ну, тогда давайте мы стук, назовем решением проблемы. Слушай, Ань, можно поделюсь, Да, если тебе будет интересно? У меня, кое-какие мои собственные, а, скажем так, мысли появились, ну, прям очень, так знаешь, очень ярко. Если хочешь, давай. могу поделиться. Хочу, да, Ты давай. знаешь, я помню, на первом курсе я начала работать и, тоже сталкивалась с определенными проблемами. Ну, вот там, кто сколько зарабатывает и так дальше. То есть вот эти первые коммуникации, с работодателем и с коллегами. Я тогда тоже, ты знаешь, у меня такой же вопрос был: "Господи, вот ты меня отправил на эту планету, ну почему мне никто не сказал, как мне сюда вести, как мне себя вести? Почему мне не дали вот этой инструкции, сказали: так, Яна, вот в этой ситуации нужно делать это, вот ты прям как с уст у меня сняла". Очень интересная штука. Так Слушай, и что почему ты не в итоге сделала? Как ты для себя решала и как ты решаешь для себя эту историю? Что тебе помогает? что мне помогает, а я до сих пор решаю, каждый день решаю. Опираясь на что? Опираясь на вот эти новые знания, которые постоянно приходят на какой-то новый опыт. Знаешь, как это говорится, что, ам, единственная, постоянность — это непостоянность. Вот. Стабильность, то есть стабильность. Единственная стабильность в нашем мире — это нестабильность. И, лично, когда я приняла, для себя это, оно мне как-то помогло. Сейчас вот услышала это, возможно, какие-то новые мысли у тебя появилось, как оно на тебя сейчас влияет?
Смотри, в аналогичной ситуации, например, просто чтобы ты мне на примере сказала, как оно у тебя устроено. Кинга, домоработница, запирает в комнате, в которой ему не надо, чтобы его запирали. Ты говоришь: "Алло, не надо, пожалуйста, его запирать, он живет в другой комнате". Он говорит: "Да, да, все, я вас поняла, вопросов нет". Она второй раз его запирает в комнате. Ты говоришь: "Я, наверно, неправильно вам объяснила первый раз, я вам сейчас попытаюсь объяснить. Он живет в этой комнате, ему хорошо в этой комнате, не надо его запирать в чулане", например. Она его третий раз запирает в чулане. И, предположим, уволить ты ее не можешь там в силу каких-то причин. Что ты будешь делать? Первое, конечно, что я хотела сказать, что я ее уволю. Нет, вот этой опции нет. Это прекрасная опция, но ее нет. Для меня точно так же. Это первая опция, дальше следующая. До свидания. Так, мне В сейчас этом кажется, вся что мы сложность. мы начинаем меняться ролями. Ань, как Ты как как знаешь, ты чувствуешь, куда мы просто сейчас, ну, вот когда мы сейчас в эту тему ныряем, и как будто сейчас вот что-то такое происходит, что, не знаю, как тебе это направление, куда мы сейчас идем, оно для меня очень что ценно, происходит? потому что Ага. для меня твой опыт очень может быть расширяющим и смещением фокуса, потому что я точно так же я вижу только уволить, такой опции нет, и тогда начинается паника, что делать, кому стучать, где верховное главнокомандование, кому из них мне сейчас стучать, куда бежать и так далее. Слушай, Ань, а вот из какого состояния это все происходит? Ты до этого говорила про состояние. Помнишь, когда я сказала, в чем проблема на самом-то деле? Проблема-то в состоянии. Вот смотри, проблема в состоянии, когда у тебя случаются эти, ситуации, у тебя это забирает энергию, как ты это сказала. Сейчас, когда мы начинаем, крутиться возле этой проблемы, как будто вот залипли там, да, и есть только один выход: либо идти стучать, да, либо вообще ничего не делать. Насколько это вообще относится действительно, к той проблеме, которая у тебя есть, реальной проблеме, к твоему состоянию и к тому, что это у тебя забирает энергию? Это Ага. 100% туда, потому что это действительно, когда я не знаю, что делать, когда у меня нету схемы, нету алгоритма, нету мануала, я начинаю в голове гонять миллионы разных вариантов, тратя на это большое количество энергии. И Мгм. именно поэтому и говорю сейчас, что вот хотелось бы понять на простом человеческом уровне действий, что делают люди, у которых нет, я не знаю, там, ну, я не скажу ментальных проблем, но у которых нет проблем с коммуникацией. Они что Мгм. делают в разных ситуациях, в непонятных ситуациях? Ань, вот смотри, ты прикольно сказала по поводу, мануала. Когда ты заходишь, с клиентом в сессию как коуч, у тебя ж тоже нет мануала. То есть ты там вообще в полнейшей неизвестности. В чем разница? Ты знаешь, я тоже через это пыталась идти. И не очень картинка здесь складывается, потому что в коучинге мы вдвоем понимаем, для чего мы здесь собрались, какая у кого роль и кто что хочет получить на выходе. Но бывают не коучинговые клиенты, с которыми, тем более в корпоративных историях. То есть его наказали коучингом. Там я ему нахрен не сдалась. Он пришел, ну, что тебе надо? Ну ладно, там давай поговорим и так далее. Вот это больше про второй вариант. И что тогда происходит с тобой?
Ты знаешь, если говорить про сессии с такими клиентами, то тогда, конечно, сначала я чувствую прямо вот до кончиков волос это сопротивление, Мгм. и: "Ой, Яна, ты у меня пропала. Да, мне кто-то звонил, и поэтому я зависла. Это всегда так получается. Даже не знаю, что делать. Мне перезайти или Давай попробуй перезайти? перезайти". Давай, хорошо, сейчас Ага, будет. ага, Давайте. ага, вижу тебя. Я попадаю в это сопротивление и чувствую его, и сопротивление клиента, и свое сопротивление. И дальше пытаюсь с этим, а, озвучить его, соответственно, обсудить и вместе решить, чё мы тогда будем здесь делать, чтобы это время было для него максимально полезным. У тебя есть уже какие-то заготовленные алгоритмы для этого? Схемы? Нет, э, потому что оно, конечно, каждый раз разное, но если прямо из заготовленного, то говорить сразу. Ну, вот по ощущению я так и делала. Ну, то есть я же сказала про эту несчастную дверь. Я объяснила, почему это важно. Ну и потом я, конечно, очень давно, я даже не знаю сколько, лет 25, наверное, не была в коллективе, поэтому, конечно, вопросов прям много. Ань, что сейчас складывается? Ты знаешь, наверно, ну вот если бы они вот в последний раз ее бы опять закрыли, то, наверно, тогда было бы правильнее, а, стучать, но при стуке заранее договориться, чтобы, а, ну, все было максимально корректно или, например, ну, в общем, как-то, чтобы никто от этого сильно не страдал. Ну да, и тогда получается, что тогда действительно получается, что тогда это не стук,
А, пока слова нет. Что это, если это не стук? Помощь, запрос о помощи тогда это вот. Слушай, а Запрос почему о у тебя вообще вот эта вся ситуация, которая сложилась, да, вот с этими вот эти двери, да, почему ты на ней так сконцентрировалась? Как ты считаешь, что там такое? Там же много энергии в этой это абсо ситуации. абсолютно, потому что помимо того, что это горячо любимые животные, которые очень дорогие, и за здоровье и бодрость духа которых отвечаю я. Если мне кто-то со стороны делает пакости, я не очень тогда понимаю, как я могу отвечать за них. И я думаю, что, например, если бы это было бы просто про меня, то мне было бы значительно проще. А что бы тогда было? Мы бы посмотрели тогда на эту ситуацию с разных сторон и выбрали бы оптимальный для меня вариант реагирования. Потому что тогда сюда никто, получается, не вовлечен, другие люди и горячо любимые животные. Мгм. То есть я правильно понимаю, если бы дело касалось только тебя, ты бы с ними на месте обговаривала эту ситуацию, и ты бы там никому там, как ты сказала, там не стучала бы, да? Но когда дело связано сейчас с животными, то есть как бы вариант, что ты будешь стучать, как ты Да, сказала. Окей, эм, м, если вот так подытожить, что сейчас вообще, так как это все выглядит, есть как будто, знаешь, та сторона, что хочется тебе быть в коллективе, быть частью этого коллектива, но с другой стороны, вот случаются какие-то определенные ситуации, ам, которые якобы вынуждают, вот как ты говоришь, да, принуждают тебя, там, не знаю, идти стучать. Тогда ты уже и не есть часть этого коллектива. И хочется сделать так, чтобы и всем было хорошо, и тебе было хорошо, и коровам было хорошо, и вот этим людям было хорошо. Но, несмотря на это все, ты сейчас сама находишься вот в определенном состоянии, которое, а, отнимает от тебя у тебя много энергии. Вот эти все рассуждения и мысли по тому, как себя вести. Потому что находишься в новом коллективе, у тебя новый этап жизни, и вот нет как будто каких-то датчиков, да, вот и сенсоров, как вот вести себя вот в той или иной ситуации. Хочется, вот продумать вот эту схему. Правильно я понимаю? да, абсолютно. И мне очень, знаешь, прям откликнулось то, что ты сказала про быть частью системы. И я задумалась, а вообще могу ли я быть частью системы? И как это быть частью системы? Что-то вот прямо это вообще, мне кажется, отдельный запрос, либо на расстановку, либо на М. коуч-сессию. Вообще какая-то непонятная история. Знаешь, я бы Вот еще с почему-то тобой что? еще мысль пришла по этому поводу. А что, если обратиться к своим ценностям? Вот ты говоришь, ну смотри, то есть ты ж жила определенное время, окей, там была не система, но все-таки ты жила с людьми, они тебя окружали люди, ты была в коучинге, у тебя были там другие студенты и так дальше, так дальше. То есть а, на, на этом этапе у тебя был выстроены какие-то взаимодействия, да, но, как правило, они выстраиваются на ценностях человека. Если нет, то поправь меня. Сейчас поменялись декорации, да, там
какие-то другие люди, персонажи поменялись, декорации поменялись, да, но вот, почему ты решила, что нужно менять, вот эту всю систему? Куда пропало все то, что было? Вот этот, опыт, вот этот багаж знаний и так дальше. Куда он вообще, почему он исчез, если исчез? Это прямо очень интересное наблюдение, Ян, спасибо тебе за него. Потому что в той истории, про которую ты говоришь, я совершенно не считала себя частью системы. Хотя на самом деле, конечно, я была, наверняка я была ей. Забираю на подумать. Ну, а там тогда получается, что все сложные непонятные ситуации, я несла на супервизию. Здесь тогда получается, что будем с тобой обсуждать, потому что, мануала нет и собственного понимания тоже нет. Откуда ты знаешь, что нет собственного понимания? Скрипта нет, алгоритма нет, опыта по жизни такого нет. Что сейчас может вот тебе помочь вот адаптироваться в этой ситуации? Приобрести это вот, знаешь, как будто вот сейчас звучит, да, какой-то новый навык. Ну, допустим, там, я никогда не водила машину, я не знаю, как это, я об этом Именно. слышала, да, но, допустим, там, не знаю, до этого я ездила на велосипеде или я ездила на роликах, и вот это как-то может мне там помочь немного, да, с концентрацией, или я там учила какие-то правила дорожного движения. Что сейчас тебе, на что ты вот сейчас уже в данной ситуации можешь опираться? Ты знаешь, я однозначно буду, смотреть в эту сторону, то, что ты сказала про и там система, и могу предположить, что там могут быть подсказки, кроме супервизии. И тогда получается, что у меня есть этот опыт, просто он не вербализирован. Вот знаешь, прям становится как-то легче и радостнее. Что там еще есть, Ань? Что вот уже есть? Что может помочь? Ты знаешь, ну, наверно, надо как-то вот прям, максимально сокращать эти периоды. То есть если что-то произошло, то, наверно, надо сразу что-то делать. Не очень пока понимаю, что именно, но, может быть,
как-то диссоциироваться с этой ситуацией и смотреть на нее со стороны. Ну и больше медитировать по классике жанра. А в каком ты вообще состоянии сейчас там находишься? Ты знаешь, в очень, хорошем, потому что у меня вообще ощущение, что я сплю, и мне снится просто какой-то эротический сон прекрасный. А, плюс, подруга проводит, с подругой вдвоем там почти ежедневно проводим, групповые онлайн-медитации. И это тоже все очень поддерживает. Поэтому объективно в прекрасном. И я не хочу, чтобы я сама себе все это испортила. Слушай, а вот если этих ситуаций не будет, тогда что будет? Вот, окей, ты там решишь эти ситуации. Они, в принципе, уже решились, да, то есть ситуация решена, они двери не закрывают, но ты пытаешься вот как будто вот на будущее, вот, а что я буду в будущем делать, если эта ситуация опять со мной произойдет, да? Она же тут не только про дверь, это Ага. про мои реакции. То есть любая ситуация может быть с дверью. Слушай, а какая интересная метафора, смотри, да? Ситуация как дверь куда-то или дверь во что-то, портал в какой-то новый опыт, который у нас сейчас рождается и присваивается. Круто. Знаешь, мне так пришло, как будто вот с одной стороны эта дверь может быть каким-то порталом куда-то, ты открываешь, и там белый свет, но с другой стороны она может и по лбу тебе дать, понимаешь? Может, может дать по лбу, чтобы как-то заземлиться и очухаться. Да. Слушай, как интересно заземлиться и очухаться. Слушай, а как знать, что произойдет? Даст по лбу или портал? А никак, наверное. Наверное, только в моменте. Ну, потому что, если говорить на физическом уровне, то есть это то, что я еще могу отличить. То есть физический удар, дверью, я его почувствую и пойму. Здесь, проще, может быть. И в этом моменте на что ты можешь повлиять? А, ты знаешь, вот в этом моменте и именно с этими историями про эмоции для меня всегда сложность, потому что в самом моменте мне кажется: ну ладно, это окей. Потом через час: "А, точно окей?" Через 2 часа: "Не, что-то здесь не то". На следующий день: "Не, наверно, не окей". Через 3 дня: "Да это же вообще какой кошмар, что произошло". Вот в этом главная сложность, что я не понимаю в моменте. А в чем здесь плюс? Ну, наверно, что к тому моменту, когда у меня начинаются сомнения, я могу кому-то позвонить и спросить, что мне делать. Вот, наверно, только в этом.
Ну, основной плюс в эмоциональной стабильности. То есть у меня очень редко бывают там, я не знаю, истерики, вот еще какие-то даже вот что-то такое, оно бывает редко. Какие-то внешние бурные проявления эмоций, потому что их нет у меня по определению. Наверное, вот это можно отнести к плюсу. Мгм. То есть они у тебя просто раскручиваются уже со временем, там прошла какая-то ситуация, все окей, потом через несколько дней ты такая типа: а может, это было и не окей?" Да, но это уже вопрос не к эмоциям, это вопрос от ума, когда я начинаю сама себя накручивать. Как интересно, когда я начинаю сама себя накручивать. Из-за этого непонимания, да. Ань, у нас 46 минут, ты говорила, что ты хочешь в Да, 45 закончить, поэтому есть еще там 2-3 минуты, чтобы вот как-то подытожить да, все, что давай, сейчас произошло. две-три минуты, да, Ага. потому что мне девочек Что кормить бы надо. хотела сказать? Как, возможно, что-то новое появилось? Как ты сейчас видишь эту ситуацию? Ты знаешь, однозначно очень расширяющая ситуация с тем, что ты сказала про системы и про то, что у меня есть этот опыт. Это очень ценно. Это я забираю, и я туда буду смотреть и искать какие-то опоры в этой истории. И очень понравилась действительно вот эта история про дверь, которая и портал, и туда, и сюда, и как хочешь. Потому что вот я прям сейчас чувствую этот жизненный переход, проход, вход, выход, как угодно, но, в общем, вот это движение. И А дверь как должна быть открыта, Яна. Не Слушай, мы надо на ее самом деле, закрывать. вот смотри, второй раз уже на предыдущей сессии у нас же тоже были двери, да, тока там была дверь, к человечеству и к животным, помнишь? Сейчас у нас опять двери. То есть там решили, что можно оставлять все двери открытыми, можно и туда пойти, и туда Да, пойти. У нас опять супер. двери появились. Смотри, как интересно. Очень интересно. Переплетается Даже оно всё. забыла, что она у нас уже была. Здорово, что ты напомнила. Супер. Что с состоянием? Ты говорила изначально, что вот, хочешь состояние, и это все. Вот проблема в твоем состоянии. Ты знаешь, ну конкретно сейчас прямо вот такое ощущение, что груз с плеч, что стало шире и спокойнее. Так что я готова к следующему испытанию. Класс. Спасибо Спасибо тебе, Ань, огромное, Ян. большое. Тоже благодарю. Все, отпускаю тебя. Беги к своим девочкам. Спасибо Всего большое. До приятного скорейших и домашнего. встреч, Ян. Пока-пока. Всего, пока.